biopsy report and the response to treatment actually gave an idea that there was some sort of localized lesion. Причина так и осталась за кадром, не выясненной, почему это произошло, но на основании данных клинического осмотра, на основании данных рентгенограммы и гистопатологического исследования, кроме того, на основании ответа на лечение, можно предполагать, что это просто какой-то эпизодический процесс, который спровоцировал такие местные изменения. What about this one? Как насчет вот такого случая? So we have a very localized inflammation in the region of mandibular incisors, right? В этой ситуации мы видим очень четко локализованную зону воспаления в районе резцов нижней челюсти. And then we take dental radiographs and we see severe bone loss, so there is severe periodontitis. На рентгенограмме вот этой поврежденной зоны мы видим значительную утрату костной ткани, другими словами, выраженные признаки периодонтита. So I would certainly recommend extracting these teeth, but it is also very important that in such localized lesions in cats, you take biopsy. Безусловно, такой пациент нуждается в экстракции, это очевидно. Однако в случае, когда вы находите признаки вот такого четкого локализованного воспаления кошек, обязательно необходимо проводить исследование биоптата. Because it is a rule of thumb, until proven otherwise, it may be squamous cell carcinoma. Потому что правило должно быть всегда таким, если не доказано обратное, к такого рода повреждениям вы должны относиться как к плоскоклеточной карциноме. So another case, you can see severe gingival inflammation generalized all over the teeth. Другой случай, здесь вы видите выраженное генерализованное воспаление в районе зубов, в области зубов. And then if we take dental radiographs, we can see severe bone loss indicating periodontitis as well as resorptions. Рентгенологически мы видим признаки выраженного периодонтита и резорбцию зубов. And then we took biopsies and it came back as lymphocytic plasmacytic inflammation, but this still is not stomatitis. This is just severe gingival inflammation because you can see that it stops at mucogingival junction and mucosa is perfectly healthy. В данном случае была взята биопсия и пришел ответ от гистопатолога, что это лимфоцитарное воспаление. Однако здесь мы можем констатировать, что это не стоматит, потому что очаг воспаления десны локализуется и распространяется четко до слизисто-десневого перехода, до границы между слизистой и десной, и слизистая в данном случае абсолютно здорова, абсолютно интактна. And that is why the prognosis here is very good, because after we extract all the teeth, these tissues will most likely heal, and they did. Это делает прогноз крайне благоприятным в этой ситуации, потому что мы можем с уверенностью утверждать, что после экстракции зубов, пораженных в зоне поражения, десна заживет совершенно нормально, что, собственно, и произошло в этом случае. Have you seen this in mostly main coons or British short hairs? Такие видели вот такие изменения обычно у мейн-кунов, у британских короткошерстных кошек. So they have a bit different anatomy of the head. Their mandibles are a bit wider, and their maxillary premolars are a bit linguoverted. Тут нужно помнить о небольшой вариации анатомической у кошек таких пород. У них немножечко по-другому устроен вот челюстной аппарат, строение челюстей. Они имеют тенденцию иметь более широкую нижнюю челюсть и отклоненные в сторону языка коренные зубы верхней челюсти. And the sequel of that is that the maxillary fourth premolar rubs against the mandibular mucosa or even mandibular gingiva. Результатом вот такой анатомической вариации в данной ситуации стало то, что четвертый премоляр верхней челюсти фактически постоянно оказывает постоянное давление на десну нижней челюсти, что приводит к ее постоянной травматизации. So what we need to do in these cases is, you can see another one here. This one was actually
actually rubbing against the gingiva and causing severe gingival cleft. Еще один пример такой проблемы мы видим здесь, немножечко другой тип травматизации. Получается, что коренные зубы верхней челюсти травмируют десну возле нижней челюсти. And in these cases, it really depends on how severe the lesion is. We have several options. The simplest option is that we just do some odontoplasty, meaning that we would just round the maxillary fourth premolar tooth. Что касается методов лечения, то здесь их может быть несколько, и зависят они от того, какого характера вред один зуб наносит другим зубам или другим тканям ротовой полости. Вот в такой ситуации, которую мы видим на фотографии, мы можем использовать такую легкую одонтопластику, которая будет в данном случае заключаться в закруглении острых краев зубов. But it's very important not to expose the pulp, obviously. Очевидно, что при таком методе лечения очень важно сохранить целостность, не подвергнуть ее вложению. And ideally, after doing the odontoplasty, we would still put on the tooth some dental sealant to prevent ingression of bacteria through the dental tubules. В идеальной ситуации после проведения такого лечения, то есть проведения вот этой пластики зуба, мы должны вкрыть его определенным пломбировочным материалом для того, чтобы уберечь дентин и цемент. Now, what we do with the mandibular tooth, again, it depends how severe the lesion is. We may just leave it as it is in simple cases because the gingival recession will stop once we remove the cause. Что касается нижнечелюстного зуба, то здесь тоже мы можем пойти по разным путям. В частности, мы можем оставить все как есть, потому что одонтопластика, которую мы сделаем до этого, будет достаточно для того, чтобы остановить прогрессию повреждений десны, что в итоге приведет к тому, что мы уберем основной фактор, и в итоге десна заживет сама собой. If the cleft on the gingiva is really severe, then we may do some periodontal surgery, such as flaps, lighted flaps. В случае, если поражение десны очень глубокое, если это расщелина десны, то в этой ситуации можно провести хирургическую коррекцию, то есть сформировать лоскут и укрыть лоскутом вот этот десневой дефект. And last resort treatment is always extracting the teeth if need be. И, конечно, у нас всегда в запасе остается возможность экстракции зуба, если другие методы не позволяют снизить уровень травматизации. What is this one? Вот это что такое? This is eosinophilic, yeah? So there are two different types of lesions. One is severe lip lesion, which is a bit strange because it's not bilateral. Usually they are bilateral. In this particular case, because it's unusual, I performed 3 biopsies from different sides and it came back as eosinophilic plaque. В этой ситуации мы видим два примера эозинофильного разрастания, эозинофильного воспаления локального. Очень интересная фотография вы видите слева. Это несимметричное повреждение, что довольно странно для этой ситуации. Доктор говорит, она из 3 очагов вот этого повреждения брала биоптаты, и ответ пришел, что это просто эозинофильная дряжка. And the same applies for the tongue lesions. I also biopsied several of them, and it came back also as eosinophilic granule. То же самое касается вот этого поврежденного языка. Тоже в нескольких местах брался биопсийный материал, и тот же самый ответ, просто эозинофильное изменение. In both cases, we're treated with corticosteroids and amoxicillin clavulanic acid, but for the lip lesion, it took several months to actually completely regress. В обоих случаях в качестве лечения применялась комбинация кортикостероидов и амоксициллином, танцилиновой кислотой, но в случае повреждения губы ушло несколько месяцев, прежде чем удалось добиться регресса вот этого повреждения. When we talk about dental abscesses, we usually think more dogs than cats. In cats, dental abscesses are not very common. Если говорить о
дентальных абсцессах, то, как правило, упоминая это заболевание, мы подразумеваем скорее собак, чем кошек. Для кошек это не очень характерная проблема. So I'll show you some cases where I would highly recommend doing biopsy just because dental abscesses are so uncommon in cats to make sure that it's really inflammatory. Доктор покажет вам несколько случаев, которые подтверждают необходимость биопсийного исследования, гистологического исследования в ситуации, когда вы подозреваете дентальные абсцессы, связанные как раз с инцидентностью кошек, такая патология встречается крайне редко. And then generally treatment, it's always two options, either extraction or root canal treatment, and then it again depends how severe the process is and which tooth it's moved. Что касается лечения, то у нас очевидно есть две возможности. Один вариант это экстракция, безусловно, и другой вариант это эндодонтическое лечение, лечение корневого канала, однако, безусловно, вот второй выбор зависит от степени тяжести и распространения обстатирования. So in this case you can see a draining tract below the eye. That is again very rarely seen in cats. It's much more common in dogs. В этой ситуации мы видим дренирующее отверстие, которое для себя сформировало абсцесс под глазом. И для кошек это очень редкая ситуация, в отличие от собак. And then we see that the canine has severe periodontal disease. Видим признаки выраженного поражения периодонта в районе клыка. You can also see it on the radiograph, the buccal bone expansion and the periodontitis. Рентгенологически мы также видим признаки таких поражений, мы видим признаки периодонтита, мы видим расширение букальной кости алвеолярной. And if you look at the premolar region on the radiograph, you can see a very abnormal bone pattern, including some bone proliferation. Обратите внимание, что рентгенологически в районе премоляров мы видим изменения костной ткани, костную пролиферацию. So in this particular case, we decided obviously to extract this teeth. So we open a big flap, and that is the tissue that we see, very abnormal. В этой ситуации очевидно было принято решение в отношении пользу экстракции клыка, пользу экстракции зуба. И здесь вы видите вот формирование лоскута. Обратите внимание на качество ткани, понятно, что она далеко не здоровая. And so when extracting these teeth, I would certainly recommend taking several biopsies from the bone in this particular case. Вот в этом конкретном случае в момент экстракции доктор рекомендует брать хирургическую биопсию костной ткани, конкретно в этом случае между рентгенологическими изменениями. And in this case, it came back again as inflammatory, so I was happy that this will heal after I took care of the extractions. Гистологический и стоматологический диагноз – это воспалительный процесс тканей. Таким образом, мы можем быть уверены, что после экстракции все пойдет хорошо и проблема решится абсолютно живет. So why is it so important to do the biopsy? We have a very similar case here, severe lesion around the fourth premolar on the right. Вот здесь мы видим такую ясную иллюстрацию, зачем нам нужно прибегать к гистологическому исследованию, забрать биопдаты. Очень похожая ситуация с предыдущим случаем. Вы видите выраженные изменения костной ткани вокруг четвертого премоляра. And again on the radiograph, abnormal bone with bone proliferation. Абнормальную кость рентгенологически в костную ткань мы видим с пролиферацией. And you can see that the tooth actually exfoliated on its own. It was so severe process in this area. Процесс был настолько уже тяжелый, настолько выраженное воспаление, долгоиграющее, что зубы фактически вылущивались сами, выпадали сами. So again, I took biopsies of the bone and of the soft tissues, and it came back as squamous cell carcinoma. Доктор взяла биопсии и костной ткани, и мягких тканей измененных, и ответ пришел, что это плоскоклеточная карцинома. And it applies to dogs and cats. If we have a single mobile tooth in an otherwise healthy oral cavity, it must be something underlying. Это справедливо и для собак и кошек. Всегда помните, если вы сталкиваетесь с ситуацией, когда в принципе на фоне общей хорошего состояния ротовой полости, здоровой ротовой полости,
видите один мобильный зуб, это всегда должно нам вас на мысль, что он там неспроста, что какая-то есть более серьезная причина, которая спровоцировала эту проблему. So in this particular case, I would certainly then recommend CT, and then based on that, further treatment if at all plan to detect. В этом конкретном случае пациенту будет рекомендована дальнейшая диагностическая визуализация с помощью КТ, компьютерной томографии, для того, чтобы составить какой-то возможный план лечения основной проблемы, если это в принципе будет иметь смысл. We talked about osteomyelitis before in dogs, and in cats it's essentially the same problem. Мы с вами говорили уже о проблеме остеомиелита у собак. Если говорить об остеомиелите кошек, то по большому счету это та же самая проблема. So again, it can be either bacterial or fungal, both are possible. Остеомиелит может иметь бактериальную или грибковую этиологию. And it can be due to our procedures, especially if we are not really nice to tissues when performing any dental surgery. Остеомиелит может быть интрогенным, то есть быть результатом нашего не очень аккуратного и умелого вмешательства. But it can certainly be due to other traumatic reasons, foreign bodies, and very rarely it can be also hematogenous. Безусловно, остеомиелит может быть результатом травматических повреждений, наличия инородного тела и крайне редко возникать в результате гематогенного распространения инфекции. The workup protocol is the same as in dogs, so we would do detailed oral dental examination, dental radiographs or preferably CT, and biopsy for pathophysiology and culture sensitivity. Что касается диагностических процедур, они все те же самые, что и для собак, то есть осмотр ротовой полости, обследование ротовой полости, рентгенологическое обследование или КТ, что в данном случае предпочтительнее, и гистопатологическое исследование. And the treatment always relates to what is the underlying cause. We need to remove that. Лечение, опять же, опирается на причину, на этиологический фактор, нам, безусловно, нужно избавиться от него прежде всего. And then, the same as in dogs, we need to surgically debride the area and use long-term antibiotic treatment. Так же, как и в случае с остеомиелитом собак, мы обеспечиваем санацию, то есть иссечение полностью измененной костной ткани и применяем антибиотики на протяжении долгого времени. And I will be very, very careful with prognosis, and I will show you that on my case. Чрезвычайно осторожными надо быть в этих ситуациях с прогнозами, чтобы увидеть на клиническом примере. So this cat was referred to me because after the extraction of the fourth mandibular premolar tooth, where the extraction site was not healing. Это кошка, это референтный пациент, у которого после экстракции четвертого премоляра не произошло заживление тканей десны. And you can clearly see here the region of the non-vital bone. Достаточно четко можно увидеть на фотографии область нежноспособной кости. And then when you look on the radiograph, you can clearly see how unhealthy that bone looks radiographically, especially if you compare the healthy and unhealthy side. Если рентгенологически мы взглянем на эту область, то увидим существенное изменение рентгеноплотности костной ткани, особенно если будем сравнивать асимметричные участки ветвей нижней челюсти. And you can see that the majority of the jaw is involved already on radiograph. So certainly that's a case where I would like to have a CT, and the CT actually confirmed that the whole jaw up to the coronoid process was actually affected. So the whole jaw was changed. В случае, когда рентгенологически мы видим такое обширное изменение костной ткани, безусловно, таким пациентам рекомендуется компьютерная томография для того, чтобы понять протяженность повреждения окончательно. И вот в случае этого пациента мы видим, что ветвь нижней челюсти изменена вплоть до коронарного отростка, то есть практически вся сторона нижней челюсти изменена. So in such an extensive case, the mandibulectomy would be probably the most effective treatment. В таком крайнем случае, в
случае подобного обширного поражения, безусловно, мандибулэктомия будет наиболее вероятной рекомендацией в качестве лечебной процедуры. But this client declined it because we discussed possible complications of mandibulectomy in a cat. Но в данном случае клиенты отказались, владельцы кошки отказались от подобной операции из-за возможных осложнений, которые с ними были обсуждены в препарате. This is just to represent how it looks on pathohistology. You can see that there is just minimum bone still present with a huge inflammatory infiltrate replacing the normal bone. Здесь мы видим, как гистопатологически выглядит вот эта костная ткань, которую мы видели до этого с помощью техник визуальной диагностики. Обратите внимание, что костная ткань, сама по себе истинная костная ткань практически отсутствует и в основном замещена вот этими воспалительными инфильтратами. So in this case, the client decided to do just debridement, and then this was at 6 weeks after the first debridement. We can see that we didn't really succeed in eliminating the disease. Moreover, at this point now we can see also the sequestrum formation that I took out. Здесь мы видим этого же пациента спустя 6 недель. Владелец, как уже было сказано, отказался от проведения такой радикальной хирургической операции и настоял на том, чтобы была проведена только санация хирургическая вот этой измененной костной ткани. Как вы видите, не удалось с помощью такой полумеры преуспеть в лечении этой проблемы, и более того, по истечении 6 недель после вот этой процедуры санации мы видим, сформировался костный секвестр. And at this point again, mandibulectomy